Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно интересную модель советского малолитражного автомобиля марки ЗАЗ в масштабе 1:43 от производителя Deep Models. И мы рассмотрим Запорожец 965, который копирует прототип 60-го года выпуска. И несмотря на то, что эта модель уже давно снята с производства, ее все еще можно найти в открытой продаже. И в конце 2020 года в одном крупном российском онлайн-интернет-магазине на эти модели была хорошая скидка, и мне удалось приобрести в свою коллекцию весь ассортимент запорожцев от Deep Models. Это 5 моделей, и, насколько мне известно, больше запорожцев Deep на сегодняшний день не выпускал. Хотя, если посмотреть по артикулам модели, то самая последняя машина была под номером 6. Не хватает 5-го номера, но не нашел какой-либо информации, то ли это был закрытый тираж, не для свободной продажи, то ли машина попросту не пошла в серийное производство. И кто из вас знает точнее, поделитесь информацией, будет интересно узнать, что же это за таинственный артикул под номером 5. Но сегодня мы рассмотрим первый автомобиль, который был показан еще в конце 2016 года, и в начале 2017 в продажу поступило два варианта окраски машины. Они отличались друг от друга цветом и номерными знаками. И эти машины выпущены ограниченным тиражом в 360 экземпляров, и с этими образцами идет небольшой вкладыш с уникальным порядковым номером. И у этой модели довольно компактная коробка. Она чуть меньше по размеру, чем обычная стандартная упаковка для легковых автомобилей, например, от бренда Mini Champs. Коробочка выполнена в традиционном для Deep стиле, темно-зеленая картонка с логотипом Deep, и на задней стороне упаковки есть схематическое изображение двух советских малолитражек «Запорожец» и ВАЗ-2101. И у Дипа были планы по выпуску автомобилей «Жигули», но пока что они не воплощены в реальность, и, возможно, в будущем они сделают копейку. Я очень на это надеюсь, и это будет отличная замена журнальному аналогу, потому что, конечно, у журнальной модели очень много недостатков. Есть копейка и от X Models, и у EVR Mini, но те копейки, на мой взгляд, ничуть не лучше, чем журнальный вариант. У них тоже есть свои и упрощения, и искажения, и также ужасное качество сборки. И на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается этого производителя. Естественно, модели изготовлены в Китае. Есть наклейка с артикулом модели 196-501. Повторюсь, это первая машина из этой серии от Deep Models. Указан прототип ЗАЗ 965, который копирует автомобиль 60-го года выпуска. И у меня, к сожалению, нету журнального аналога для сравнения, поэтому мы его не будем показывать в этом видеоролике. И вот такой у автомобильчика бокс, и также здесь, повторюсь, идет вкладыш с уникальным порядковым номером. У меня модель под номером 274. Также есть фотография настоящего автомобиля в похожей схеме окраски. Правда, здесь фотография не очень четкая, и кажется, как будто на фото автомобиль в ярко-салатовом цвете, но никак не в синем. И в плане детализации эта модель очень похожа на ранний Neo и на продукцию Spark Models. У меня такое ощущение, что эта модель сделана компанией Minimax. Во всяком случае, очень похож подиум на продукцию Spark, и общие черты в геометрии модели, в проработке точно такие же, как у данного бренда. И, повторюсь, у Deep легковушки выпускал Spark, и даже были модели по заказу магазина Adler, которые и шли под брендом Spark Models. Это были Мерседесы в милицейских вариантах исполнения, и также Мерседесы из серии «Гараж особого назначения». Вот так выглядит данный автомобильчик. В целом прекрасно узнается прототип. Были замечания по поводу высоты лобового стекла, также о колее были вопросы, кажется, слишком широко стоят колесики, но, повторюсь, эта модель лучше, чем журнальный аналог, хотя у нее тоже есть свои недоработки.
И первое, что бросилось мне в глаза, это не очень качественная резина. И такое ощущение, что она немного переразмерена. И если посмотреть, на некоторых моделях кажется, что искривлены колесные диски, но это просто нормальный диск, на который надета не очень ровная покрышка. Отлично проработан салон, окрашены сиденья, также окрашена панель приборов, рулевое колесо, дверные карты, ручки открытия дверей здесь в виде отдельных элементов. Окантовка на стеклышках сбоку сделана из фототравления, причем только на дверках, а задние стекла здесь имеют черные уплотнители, которые окрашены там по печатью. Также, если посмотреть на колесные диски, то присутствуют хромированные колпаки. Отлично смотрится светотехника. Здесь отсутствуют черные точечки от литников, так называемые рыбьи глаза. Также присутствует звезда на крышке багажника и надпись «Запорожец», которая сделана из тоненькой фольги. Установлены регистрационные номерные знаки в формате черный фон и белые цифры с буквами. Также виднеется зеркало заднего вида в салоне. Дворники здесь из фототравления, но установлены, на мой взгляд, они не очень верно, потому что пассажирский дворник заходит за границу лобового стекла, и он упирается в переднюю стойку. Но это тоже такие придирки, которые особо не бросаются в глаза, если модель стоит на полке. Нету смысла откручивать эту машину от подставки. Проработка днища на изделиях из эпоксидной смолы всегда оставляла желать лучшего. Там просто плоская планочка. Здесь есть некоторая фактура на днище, но все сделано очень условно. И вентиляционные отверстия на крышке капота здесь обозначены просто там по печатью. Можно было сделать элементы из фототравления, как на последующих запорожцах от этого бренда, но так тоже смотрится вполне нормально. И у моего образца не очень аккуратно установлен левый задний фонарь. Я думаю, это поправимо, нужно будет его аккуратно подкорректировать, если деталь не залита клеем. И также было очень много вопросов по поводу детализации задних фонарей. И многих людей удивляло, как на модели из этого ценового сегмента фонари сделали просто в хроме и красным лаком обозначили стоп-сигналы. Но это нормальный обычный уровень для моделей того промежутка времени. Если вспомнить, например, аналог от Neo, у них тоже встречались похожие задние фонари. Можно было сделать их стекляшками, но, на мой взгляд, это не сильно бы улучшило вид модели. Так тоже смотрится она вполне прилично. И также на подиуме здесь указан тираж 360 экземпляров, одна из, и, повторюсь, эта модель комплектуется небольшим вкладышем с уникальным порядковым номером. Вот такой запорожец, который станет прекрасным украшением вашей коллекции. И, повторюсь, когда эти модели были новинкой, то они для меня не представляли особого интереса, потому что 3900 рублей эта модель, на мой взгляд, не стоит. И не потому, что она сделана из полимера, а потому что, во-первых, это не столь культовый автомобиль, как, например, ГАЗ-21 «Волга», и люди в Российской Федерации в основном оценивают модель по ее размерам. Например, если вы поставите рядом автобус, который будет стоить чуть дороже, люди выберут автобус, потому что им кажется, что в машине больше различных материалов и больше деталей. Но на самом деле это не так. Любая модель сложна в производстве, если она имеет очень много мелких деталей. Но, повторюсь, вот именно такой запорожец почему-то людям не зашел. Хотя за цену в 2000 рублей это отличная модель, которая может конкурировать и с более дорогостоящими изделиями. Например, похожие запорожцы были у мастерской ICV. Там выше цена, конечно, лучше проработка, но опять же это все очень условно. И меня эти модели за свою цену полностью устроили. И пишите ваши комментарии, есть ли похожий запорожец в вашей коллекции, от какого бренда, возможно, вы ограничены
заручились моделью из журнальной серии, возможно, вы тоже приобрели продукцию Deep Models на распродаже, и поделитесь, в каком цвете Запорожец приобрели вы. Поддержите этот видеоролик лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и не забывайте подписываться на мой второй канал, там тоже выходят интересные видеоролики. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.